Я подралась с перуанкой. В деревнях Перу есть традиция таканакуй, когда люди собираются, чтобы подраться на кулаках. Мое большое путешествие по Перу продолжается. В этот раз я поехала на обычный воскресный рынок. И даже представить не могла, что вернусь оттуда через 3 дня с фингалом под глазом и знаменитой на всю страну. Едем на какой-то местный рынок. Автобус немножечко полный. Тут кукурузу покупают. Очень аутентичный рыночек. Что-то очень мягкое, странное. Не понятия не имею, что это такое. Ужасно пахнет. Сказали, что это нуни. И это очень полезно для потенции и вообще от всего, от любых болезней. Но я воздержусь. Такие маленькие огуречки. I never see like this. Is it cucumbers? No. ¿Qué es? Это авокадо. Sí. Es falta. No way. Это я в Эквадоре пробовала, когда ездила к индейцам. Очень вкусно. Это похоже на фасоль. Она сладенькая, но похожа, не знаю, на плесень какую-то внешне. Но это очень вкусно на самом деле. Это надо сосать. Здесь пьют чичу. Напиток из ферментированной кукурузы. В чичи есть небольшой процент алкоголя, может 2-3%. Gracias. Чича очень теплая. Явно подбродила она чуть больше, чем на 2%, но все ее пьют. Буду пить и я. В принципе, вкусно. Особенно вот с клубничкой. Señora, ¿te gusta chicha? Sí, me gusta. ¿Sí te gusta? Sí. Muy rico está. Sí, me encanta. А здесь продают севиче прямо на рынке из рыбки хурель. К севиче дали вот такой шот рыбного сока. Это безумно вкусно. Не знаю, насколько безопасно есть сырую рыбу прямо на рынке, но выглядит это все очень аппетитно. И тут опять какой-то праздник. Естественно, мы об этом не знали. Просто приезжаешь, куда бы ты ни приехал, всегда будет праздник. На празднике проходила лотерея, где разыгрывали велосипеды и мотоцикл с тележкой. И я решила испытать судьбу. Если выиграю, отправлюсь на нем в Боливию. Es el número 1, 2, 0, 2, Боливию на велосипеде я не еду. 1202. Por un poquito Все, más этот atrás. момент настал. Сейчас Listo, разыгрываю удачку. vamos. И на Ahora этом sí. гратулете, если я его выиграю, я точно поеду в Боливию. Señora, 6290. Alex Guamán. И тут меня внезапно позвали на сцену, чтобы вытащить тот самый заветный билетик. El número ganador de la TV José San Martín. К сожалению, или скорее к счастью, я ничего не выиграла и пошла пешком за карнавальной процессией. В общем, я в деревне, которой даже нет на Google картах. Здесь проходит большая фиеста, которая будет длиться 2 дня. И сейчас моя главная задача — это найти какой-то отель, какую-нибудь ночлежку. Вот мужчина вызвался показать, где есть какой-то отель. Люди готовятся к танцам. Вот единственный отель. María del Carmen.
Сейчас идем смотреть комнату за $10. В принципе, тут единственное место. Здесь же хранится кукуруза. Буду смотреть свою комнатку. Вот, нормально, с 2 кроватями хоть. It's nice. It's not so bad. Yeah, it's really nice. В общем, мы нашли отель гораздо лучше, чем я себе представляла, что здесь будет. У них всего 1 комната, но есть вот аж 3 кровати, поэтому проблем нет. Стоит комната $10, то есть по $5 с человека, я считаю, все прекрасно. А это хозяйка с ее мужем в молодости. Это у них главная комната. Вот там на 2 этаже я живу. А вот сюда туалет и душ. Душ электрический, все как я люблю. Когда трогаешь за эту ручку, бьет током. И сказали, что вода горячая, но только тогда, когда есть вода. Такой туалет. No. Только мы подошли, нас сразу угостили чичи. И завтра же будет коррида, но он называется тут Correo de Toros. А сегодня здесь просто танцы. Ну и, видимо, все нахлобучиваются чичей. Здесь всем раздают еду бесплатно. Gracias. А потом началось самое интересное. Вышли группы в невероятно аутентичных костюмах, в масках, расшитых шапках и с обвязанными вокруг пояса шкурами ламы альпак, что само по себе было очень круто. Но я не ожидала, во что развернется этот танец. Танец этот называется капак-колья. И эти персонажи представляют собой богатых торговцев шерстью и солью. И вот эти шкуры животных, которыми они обвязаны, это их товар. Но вдруг танец превратился во что-то очень странное. Участники по очереди начали бить друг друга тяжелыми кожаными хлыстами. Эта традиция называется варканакуй. Она может и выглядит агрессивной, но несет в себе глубокий смысл. Цель участников – с улыбкой выдержать удары, которые, кстати, иногда раздирают кожу до крови. Но, во-первых, это показывает общине, кто из мужчин самый сильный и стойкий, а во-вторых, это один из способов уладить конфликты между людьми и выбросить пар. Атмосфера праздника накалялась, и от плеток люди перешли к кулакам. В общем, все ребята перед тем, как начать драться, подбухивают. И вот эти все ребята будут драться, и женщины, и мужчины. Таканакуй – это перуанская традиция из провинции Чумбивилькас. Его название буквально означает «когда кипит кровь». Суть этой традиции в том, что жители деревень собираются вместе, чтобы решить накопившиеся за год конфликты. И если у тебя есть претензии к соседу, другу или даже родственнику, то вы выходите в круг и деретесь на кулаках. Обычно этот ритуал проходит 25 декабря, перед Новым годом, чтобы символически почистить социальные связи, конфликты и войти в Новый год уже чистыми и обновленными.
Но небольшой таканакуй может проходить в разных деревнях в разное время. Таканакуй – это не просто драка, а традиция. И, конечно, у борцов таканакуй есть свои костюмы. И самый необычный, который я нигде больше не видела, это кварачевата. У него на голове всегда закреплено чучело птицы или даже иногда голова оленя. Una de las chicas, a ver, la señorita. предложила подраться, No hay nadie, una mujer. нее опыта побольше. Nuestra representante, ahora sí, aquí está. ¡Uy! Mama, sumah lang. Pinatsinyan mo sa amin. Aha. Pinatsin kita. Ay, Dios mío. Vamos, señora juez, a ver. Juez tawan, mañana chefsa. Ay, pero pachikonanak sa naman. Yo. В общем, я заняла чье-то место, чтобы подраться с этой девочкой, и там началась реально какая-то драка. Очень приревновала другая девушка. И на самом деле эта девочка сказала, что будет драться очень мягко. Я не успела сообразить, что ее действительно можно бить. Но было очень классно, естественно, никто не пострадал. Мы ищем дальше еду. И снова раздают бесплатную еду. Сейчас столичон. Это поросеночек с картошкой, рисом. Nombre, señorita, nombre. Soy Elena. ¿De dónde? Elena, ¿de dónde? De Rusia. ¡Qué bonito! А утром я проснулась знаменитой. Видео с драки разлетелись по всему интернету и набрали миллионы просмотров. Мне даже написали друзья из Чили и Аргентины, не говоря уже про перуанцев. ¿Cómo se llama usted? Elena. Elena desde Rusia. Muchísimas gracias por acostumbres al extremo. Gracias. Очень странно, что с утра почти нет еды, какой-то только суп с макаронами за $2. Но мы не сдаемся, идем искать какой-нибудь вкусный суп. Вот тут написано «Кальдо де гаина» есть. Нашли, наверное, единственный суп в этой деревне. Никто ничего не готовит с утра. Люди либо очень пьяные, либо с похмелья. Вот такой завтрак у нас. Кальдо де гаина. Прям вот так вот на площади. Сегодня будет коррида. И вот ребята строят уже сцену. Buenos días. Вот такие деревенские игры здесь. Porque desde hace años ellos participan en las fiestas patronales. También son Завершился праздник корридой. Это испанская традиция, и в Перу она существует в двух видах. Профессиональная, где все строго идет по испанскому канону, и быка в конце убивает профессиональный матадор. И есть народная коррида, которая проходит в деревнях. Здесь это проверка на храбрость любого желающего, и участники используют свой пончо вместо плаща тореадора. Делают они это, чтобы доказать свою храбрость общения, но быка при этом не убивают. В деревне бык – это ценное имущество, помощник в поле и символ плодородия, и убивать его ради забавы считается глупостью и большой потерей для общины. После праздника я вернулась в Куско, где меня еще долго будут узнавать на улице как Ля Чика де Таканакуй. И знаете, подбитый глаз того стоил. Ведь стать частью праздника, танцевать, пить с людьми и поучаствовать в их традиции – это совсем другое, чем просто стоять в сторонке и наблюдать. И я видела это в глазах людей,
как они удивлялись и радовались, что иностранцы наслаждаются их праздником не меньше, чем они сами. Ко мне даже подходили с благодарностями, и, конечно, абсолютно все хотели со мной потанцевать. Мне кажется, это главное, что отличает туриста от путешественника. Быть с людьми, прикоснуться немножко к их жизни, делать то, что они делают, есть то, что они едят, разговаривать на их языке. И только так можно понять страну и ее людей, а не в забеге по каким-то достопримечательностям. И я сама прониклась большим теплом к Перу и чувствую себя чуть-чуть больше перуанкой. И в следующем выпуске я отправлюсь в Священную долину, увижу руины инков и окажусь в ашраме, куда меня пригласил подписчик из Инстаграма.